Независимо от того, как выглядит ребенок, он заслуживает любви и заботы. К сожалению, этого не произошло с девочкой Лили из этой истории. Реакция ее родителей, когда они увидели ее сразу после рождения, была душераздирающей. В конце концов, они бросили ее, но годы спустя она неожиданно навестила их, и вы не поверите, что произошло дальше. В детстве у каждого из нас были свои мечты, цели и фантазии. И Оскар с Лизой не были исключением. Дуэт мечтал о том, чтобы поскорее завести семью, и они подумывали о том, чтобы завести много детей. Им нужны были исключительные дети с броской внешностью, голубыми глазами и пухленькими губами. Пара не считала, что просит слишком многого, потому что у них тоже была потрясающая внешность. Так что все, что им нужно было сделать, это просто родить детей, которые были бы в точности похожи на них. Оскар и Лиза происходили из бедных семей, поэтому после окончания средней школы они не могли позволить себе поступить в колледж. Кроме того, они на самом деле не были заинтересованы в получении ученой степени. Они просто хотели работать, накопить достаточно денег и начать бизнес по продаже уличной еды. На самом деле они не были большими мечтателями, которые хотели заработать много денег и жить на широкую ногу. Они были довольны жизнью в скромной квартире, и если бы у них были деньги на то, чтобы обеспечить себя и своих детей самыми необходимыми вещами и, возможно, раз в год ездить в отпуск, это было бы прекрасно. Супруги, которым сейчас было за 20, чувствовали, что накопили достаточно, чтобы создать семью. Лиза работала в детском саду, а Оскар на фабрике, поэтому они поженились в присутствии друзей и семьи. Вскоре после свадьбы они начали пытаться завести ребенка, и это не заняло много времени. На 18-й неделе пара прошла обследование и обнаружила, что у них будет девочка. Чувствуя возбуждение и не в силах сдержать радость, Оскар закричал, заключил Лизу в объятия и сказал ей: «Мы сделали это. Девочка будет похожа на меня. Я стану отцом». Беременность протекала гладко, но однажды ясным субботним утром у Лизы отошли воды, и муж срочно отвез ее в больницу. Ее вкатили на каталке в родильную палату, и в назначенное время у нее начались полноценные схватки. К сожалению, врачи обнаружили, что ребенок находился в неправильном положении, поэтому Лизу быстро перевезли в операционную для экстренного кесарево сечения. Лиза не волновалась и не нервничала. Она была уверена, что роды пройдут хорошо. Она и не подозревала, что ее любовь вскоре подвергнется испытанию, и, к сожалению, она потерпит неудачу. 20 минут спустя бригада врачей наконец-то приняла девочку. Но как только они увидели ее, у них перехватило дыхание. Как они могли упустить такую важную деталь при сканировании? Видите ли, у девочки было слишком много волос на коже из-за заболевания, называемого гипертрихозом, и она также родилась с искривлением позвоночника. Такая девочка заслуживает большой любви и заботы, не так ли? Реакция ее родителей была невероятной. Когда Лиза увидела ее, она отшатнулась и велела медсестрам забрать у нее девочку. «Это не может быть мой ребенок! Что вы с ней сделали?» Она заплакала. Реакция Оскара была еще хуже. Он не чувствовал связи с девочкой. Он устроил скандал в больнице и обвинил врачей во внешнем виде ребенка. Врачи извинились за то, что упустили такую важную деталь при сканировании. Однако заверили супругов, что существуют операции, чтобы избавиться от этой болезни. По мнению супругов, слова врача были бессмысленными. Где они возьмут деньги на операцию? Где они вообще возьмут деньги на постоянное медицинское обслуживание, в котором будет нуждаться девочка? Вместо того, чтобы радоваться, пара была в отчаянии. Они провели бессонные ночи, беспокоясь о том, что подумают о них люди, если увидят их ребенка. К сожалению, маленькая девочка постоянно болела, и пара часто посещала больницу. И вот однажды они решили, что это не та жизнь, которую они хотели бы для себя. Что произойдет с их бизнес-планами? Что будет с их мечтами о знаменитых детях?
которые будут ходить по подиуму. И вот в одну одинокую и печальную ночь они пришли к выводу. Они отдадут девочку. Возможно, ей посчастливится найти кого-то, кто обеспечит ей такую жизнь, какой она заслуживает. Если бы они только знали, что когда-нибудь пожалеют об этом решении. Пара отдала девочку в детский дом, поцеловала ее на прощание и ушла из ее жизни навсегда. Они никогда не могли предположить, что через несколько лет снова увидят ее. Лили выросла в детском доме заботливым, воспитанным и очаровательным ребенком. К сожалению, ее постоянно отказывались усыновлять из-за ее внешности. Когда ей исполнилось 7 лет, девочка начала думать, что ее никто никогда не усыновит. Ей было больно каждый раз, когда приходилось прощаться с другом, которого усыновляли, но никто не приходил за ней. Но однажды, когда Лили исполнилось 9 лет, удача улыбнулась ей. Состоятельная пара Джек и Линда, которым было под 40, но у которых не было детей, решили усыновить Лили, и когда они попали в приют, то влюбились в нее. Она выглядела такой грустной, в отличие от остальных детей, и мы хотели развеять эту грусть. Мы чувствовали сильную связь с ней и видели, что у нее большой потенциал. Мы хотели помочь ей осуществить ее мечты, сказала Линда. Усыновив Лили, пара окружила ее большой любовью, заботой и вниманием. Они также заплатили много денег, чтобы избавиться от горба, но, к сожалению, от лишних волос на ее теле не было лекарства. Несмотря на это, Лили научилась любить и принимать себя такой, какая она есть. И все благодаря семейной паре, которая правильно ее воспитала и научила никогда не позволять чужому мнению давить на нее. Прошло время, и Лили поступила в колледж изучать медицину. В свое время она окончила университет и начала работать хирургом. Лили была прилежным врачом, которая посвятила себя спасению жизни своих пациентов. 3 года спустя, поздно вечером, когда Лили уже собиралась закрывать клинику, ей позвонил мужчина, который попал в аварию и нуждался в срочной операции. Не теряя времени, Лили переоделась и помчалась в операционную, но ничто не могло подготовить ее к тому, что ей предстояло увидеть. Когда Лили вошла в операционную, она застыла, как только увидела своего пациента. Она словно смотрела на свою более старую версию. Лили выглядела точь-в-точь, как этот человек. У них было одинаковое строение лица, глаза, нос. Другие хирурги в операционной тоже заметили сходство между ними, но ничего не сказали. Примерно через 5 часов операция была завершена, и она прошла успешно. Поэтому Лили вышла в приемную, чтобы сообщить жене пациента, что операция прошла успешно. Но когда она добрала туда, произошло нечто еще более шокирующее. Лили заметила, что она тоже похожа на ту женщину, особенно ее глаза. Что еще хуже, когда женщина увидела Лили, она в ужасе вскочила и заплакала. Сбитая с толку и не зная, что сказать, Лили только уставилась на женщину. Лиза извинилась за то, что позволила эмоциям овладеть собой. Затем она сказала Лили, что ее внешность напомнила ей о ее дочери, у которой тоже были лишние волосы на коже и горб. «Мы ужасные родители. Мы с мужем отказались от нашей дочери, но до сих пор сожалеем об этом. Кто знает, наша дочь тоже могла бы стать врачом, как вы», сказала она и добавила, что с тех пор, как они отдали ее, у них не было возможности завести еще одного ребенка. Не дождавшись, пока женщина закончит то, что хотела сказать, Лили оставила ее и помчалась домой. Ее сердце бешено колотилось. Ее ли имела в виду та женщина? Не могла ли она быть тем ребенком, от которого отказалась пара? Лили рассказала все своим приемным родителям, и они отправились в приют, чтобы подтвердить подозрения Лили. Она была права. Она была биологической дочерью женщины, которую оперировала, и мужчины, который был ее пациентом. 2 дня спустя Лили посетила палату Оскара, где тот выздоравливал.
и там же встретила Лизу. Когда она шла к этой паре, ее сердце так сильно колотилось в груди. Она была близка к тому, чтобы расплакаться, но изо всех сил старалась сдержать слезы. Когда она оказалась достаточно близко, Лили сказала паре, что им нужно простить себя за то, что они сделали с их дочерью. «Я думаю, ваша дочь простила вас. Так что живите своей жизнью и будьте счастливы», сказала Лили и обняла пару. И в этот момент по ее щеке скатилась слеза, но она быстро вытерла ее, прежде чем они это заметили. После этого она вышла из комнаты, не оглядываясь. Лили решила, что лучше не раскрывать свою личность биологическим родителям. Она не хотела вспоминать старые раны. Конечно, она была рада, что встретила их, но решила оставить свое прошлое позади и сосредоточиться на будущем. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Лили? Рассказали бы биологическим родителям правду? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.